Здорово, потомки! Вы на канале Пан Хюрикейн. Меня зовут Паша, и мы продолжаем играть в Pathologic 2 на нашем мор. Это вы все видели? Я не знаю, я сказал ему про сына, наверное, это было плохо. Я уже об этом подумал, и что-то мне кажется, что зря я это сделал. Усталость у нас вроде бы нормально, но я думаю, часок еще можно вздремнуть. Ну, мне так кажется. И совет был, перед тем, как лечь спать, можно бахнуть морфия и спать лечь. Вот, на часок. И типа здоровье должно хорошенько прибавиться. Э, Не знаю, хорошенько ли оно прибавилось, но я потерял морфий. Так, что у нас по планам? Что у нас по планам? Карта долго грузится, ребят, все нормально. Пантомима. Надо сюда. И к отцу. И вот сюда. Началась чума, мать ее. Если я сейчас пробегусь вот сюда, посмотрю пантомиму, пробегусь сюда, сяду в лодку и приплыву сюда, но это надо будет на лодке вот весь этот маршрут сделать. Ну а пантомиму я могу и проглядеть, поэтому надо за пантомимой, наверное, сходить. Чего? Кто-то кошку сжег? Бред. Зачем? Будем надеяться, что это неправда. Так, вот здесь вроде проходик есть. В этом доме что-то копошится. Час прошел. А меня голод мучит. Ой, там дерутся мужики. Зубила, которое мне некуда положить. Отлично. Неужели... Ай, разбитая ампула, да? Сам себе поднасрал. Сам себе поднасрал, Паш. Ну что такое? И орехи нельзя. И чё делать-то? Ладно. Так. Ампула пока что... Пускай валяется. Может, еще смогу забрать. Куда идти? Здесь вот камни надо пройти. Вряд ли на них можно запрыгнуть, хотя это было бы в тему. Та-та-та-та-та. Помоечка. Что за кошка? Да, нельзя на них запрыгнуть. Ой, пить хочется. Есть. Да. Да-да. Что у меня по деньгам? 1900. Вот это народное пение такое классное. Убегает. Надеюсь, он победил. А, пон. Ай-яй. Еда есть? Еды-то у тебя ни хрена и нет. В театр бегут. Кино смотреть. Я с вами. Давай, давай. Сейчас залупасим. Трава. О, бурая. Хорошо. Опять голод, блин, упал. Хоть бы хлебушка. Хоть бы хлебушка бы кто-нибудь выкинул. Куда-то недалеко его гонят. Ребята, ну вы подождите, я помойки лутаю. Туда ли иду-то? Туда, туда. Обойти только надо будет. Все, забил его. Кофехи... 7! Иди нахуй. 7. Ага. А еще что? Жук и булавка. Давай возьмем жука. Оставим вам вот фундук. Фундук оставим. И спичку, я не знаю. Пускай пока так. Насколько мне известно, с ними надо меняться. О, зубила. Видите, и жизнь сразу отблагодарила нас за наш вклад. Еда есть? Изюм. Понятно.
С тобой все ясно, бать. Бать. Бабка. Бабка тоже... Опа. Испугался? Правильно. У кого тут наган? Меня бояться надо. О, ты мне нужен. Беги, беги. Что у тебя есть? Еда есть. Ой, порошочек 40. 40. У меня 6. Патрон для дробовика. Такого у меня еще нет. Карманные часы, кольцо. Рыбка 16 стоит. Молоко стоит тоже у тебя. У меня только 6. У меня 6 есть и все. И ни на что это не хватит. Ёп! Промахнулся. Ну ладно. Вернись. Не вернется он. Не думаю, что ему умирать охота. Вот так я его и проморгал. Свой золотой билет. Ну ничего. Не до этого сейчас. Голодаем. Мы голодаем. Есть ачивка, чтобы увидеть все пантомимы. Я не знаю, сколько надо будет потратить времени, чтобы увидеть все эти пантомимы. Но время дорого. Опа. Бах. Я умею творить чудеса. Угу. Я руки вот так на человека накладываю, и у него, ну, там, рак какой-нибудь, опухоль в крови. Я Угу. не разбираюсь. Просто меня Господь любит. Угу. 3 года назад мы нашли средства от тифа. 4 года назад от южной холеры. Год назад от быстрого штамма оспы. Наука умеет все. Местная медицина. Местная медицина умеет многое. Хотя после учебы я был решил, что все это дичь и варварство. Но порой она и впрямь помогала. Но похвастались друг перед другом. Как дети малые, право слово. Кончайте свой нелепый консилиум, эскулапы. Никакая медицина вам тут не поможет. Время здесь идет. Все, посмотрели мы вашу пантомиму. Никто говорить не хочет. Время идет, есть хочется. Смотрел уже сюда. Слушай, ну может есть все-таки что-нибудь? Сухарь, ну вот. Лавка мертвых вещей. Да нам не до нее вообще. Где тут есть аптека, одежда, бакалея? Нам надо в бакалею идти, значит. За деньгу. Взять еды. Сюда. Вперед. Ой-ой. Девочка стоит там какая-то. Девушка. Подросток. По всей видимости. Трава. Трава растет, трава растет. Тут тоже? Да. Бурая. По тройной цене, как говорится. Так, сюда, теперь налево, да-да. Музыка гнетущая. Мне много зубил. Ой, попил. Ой, хорошо. И помоек тут насыпали. Пустых, правда. Так, где? Бакалея, вот. А я не знаю, в какой тут проход можно заходить. Вот в этот? Открывай! Не отдыхайся. Одышка какая-то у него большая. Ой, еды. Насыпь. Насыпь. Еды. Ой, косарь. Консервы стоят у тебя. Арахис у меня есть. И давай консервочку. Ну а чё? Куда деваться? Делать нечего. Каштан. У меня каштана нет в инвентаре, поэтому так как-то. Ить.
Ить. Покушал. Хорошенько поел. Ой, хорошенько. Че у тебя, копченое мясо еще? Блять. Ой, извиняюсь за мат. Давай копченого мяса. Или молока взять. Молоко дешевле. И голод и жажду утоляет. Лимон для бодрости, духа взять. А ложить некуда. Че я продать тебе могу? Агарок. На, агарок, а мне лимон. Все. 5. Все, нормально. Наелись. Теперь у нас достаточно времени. Влад Альгимский. Так, тут лодка есть, вот. Хотя, в принципе, ну отсюда до туда доплыть, кажется, пустая трата денег будет. Добежим. Я думаю. Это можно облутать? Нет. В таком зараженном чумой районе можно дома обыскивать беспрепятственно. Так что да. Конечно, точильный камень. Когда ж, если не сейчас, да? Некуда девать. Была бы тут колонка, я бы воды набрал хотя бы. А тут и этого нет. А, вот есть. Так. Напиться. Сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Примерно так. Что-то места больше не стало. Вам не кажется? О. Что-то складывается. Что-то все плохо складывается. Да как? Вот так. Пойдем заберем точила. Где оно тут? Мяу! Опа. Кошки какие-то. Час прошел. Трава растет. Трава, слышу тебя, да. Иди к папе. О, это этот плохой парень. Или нет? Ты нормальный? О, нож достал, да? Оп! Мало? Оп. Ну ты чё? Как? Что сейчас? Моя реплика, да? Совершенно верно. Вот она, любезнейший. Вам обратно в ту дверь. Как я тут оказался? Нет, вы ошиблись. Неверная фраза. Повторим все сначала. Теперь я должен сказать. Я был мертв. Я был мертв. И завершение. Смерть не бывает быстрой. Познание — это процесс неприятный, но необходимый. То, что вы внешний наблюдатель видит как миг, в осознании соприкасающегося может растянуться на сутки или неделю, или, если не повезет, на год. Нет, я еще не умер. И сейчас я, как режиссер-постановщик, озвучу самый важный ключ к вашей роли. Молчать там, в зале. Итак, каждая смерть очередного актера будет иметь для нас всех необратимые последствия. Вы хорошо меня поняли? Необратимые. Необратимо — это как? Вам известно значение этого слова? Мир, в котором вы действуете, с каждой сценической гибелью вашего героя меняется навсегда. Даже если бы у вас появилась возможность хитрить, вернуться в прошлое, начать с поворотного часа, следствия смерти остались бы прежними. И что же будет? Каждому, кто пройдет дальше, торить пути Артемия Бурах будет труднее, чем его предшественнику. Это театр жестокости. С каждой смертью рисунок роли будет становиться сложнее. Обременительные последствия небрежности ваших предшественников, их легкомысленность отношения к смерти. И что же за последствия будут? Самый неприятный, тягостный для вас. Шагу пройти не сможете, без глотка воды. Как вам такое? Не сможете коснуться близкого человека, устроит? Или станете слабым, как 5-летний ребенок? Да что говорить. Уже сейчас объем ваших жизненных сил сократился, и с каждой следующей смертью их будет все меньше и меньше. С каждой.
Зачем вам это? Я вас предупредил. Каждый следующий выход будет труднее предыдущего. Умер предыдущий актер, значит следующему будет еще труднее удержаться на краю пропасти. Попробуйте доиграть эту роль до конца. Именно вы. Да, вот вы, постарайтесь уж, чтобы никто другой так не пришел к вам на смену. Пожалейте его. Теперь буду чаще подходить к часам. Кто предупрежден, тот вооружен. Причем тут часы, уважаем? Я же ясно дал вам понять. Часы не помогут. Часы — это лишь точка, с которой начинается преемник. Он все равно будет нести последствия гибели всех своих предшественников. Иначе у вас ничего не выйдет. И задача не будет решена. И что это за задача? Объясню тем, кто пойдет по вашим стопам, если вы не преуспеете. Очевидно, там будут совсем уже безнадежные исполнители, которым надо будет разжевать и в рот положить. Толку ли от такого? Опасный вы человек, Марк Бессмертный. Кстати, это фамилия или прозвище? Я умер впервые! Ура! За первые 15 минут. 2 удара ножом. 2 удара ножом! Если револьвер дает осечки, его стоит починить. Да ты что? Серьезно? Я надеюсь, хоть вещи мои при мне остались. Загружаться уже нет смысла. Это записано в сейф-файл. И начинаю я с сейва. Да. Класс. Ребят, это прискорбно. Мы идем опять к пантомиме. Что же, все у нас на месте. Может, и не упущу того мужика. Но это грустно. Сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Серия будет называться «Я запорол прохождение». Где-то здесь было богато. А вот теперь тут не богато. Что? А, у меня есть места для зубила. Пружинка давай возьмем. Все это неправильно. Не должно так быть. Наганчик, почему ты меня подвел? Теперь буду издалека целиться. И, наверное, в голову надо стрелять. Трава. А, для черной места нету, да? Или можно его как-то освободить? А, нет, у меня 20 черных травок. Пускай так будет. Много. Помните, здесь бежал. Чувырла. И здесь бежали чувырлы. А теперь все. Теперь я лишен жизненных сил. Есть еда? Нет еды. Есть еда? Нет еды. Бутылка есть. А, и бутылки-то нету толком. Все место обосралось. Ничего больше у Павлика нету. Ничего. Да блин, да как так? 2 удара он не сделал. Пускай валяются на земле. Так мне их будет проще заметить. Да, много бутылок. Так. Театр пантомимы там. Пускай ко мне только подойдет какой-нибудь шалопай. Я ему сразу тухлую вену прочищу. Мясо. Каштан. 3, 8, 3, 6, 7, 8, 9. Это я дам тебе 3 жгута. За мясом много больно. Извини, тетя, но нет. На такое я не согласен. Давайте, удивите меня. Жук. Держите зубило нахуй. Зубило и фундук. Мы идем по следам своим. Все это одно цельное прохождение, и я не буду этого резать. Привет, деду. Ни на что, да, мне не хватит. Да, ни на что не хватит.
Ить, ничего нет. Ить, пружинка. Надо дела делать. Надо дела делать. Еще зубило. Класс. Тогда то надо идти забирать. Давайте пантомиму побыстрее покажите мне, и я пойду. Пантомиму вы видели? Что, может вырезать ее на самом деле? Я умею творить чудеса. Давайте пантомиму Я вырежу. руки вот так Ну все, закончилось. По будущим нашим следам в Бакалею надо, да, завернуть? Одежда, аптека, Бакалея. Лавка мертвых вещей открыта. Если я сейчас зайду сюда, заберу этот, иду в другую Бакалею. Не хочу зубило бросать. Пригодится для обмена. Я им в ящик положил. Что положил я им? Орех. Все. Хватит. На хлебнике. Оп. О, вот, говорю же, зубило. Много зубил. Час прошел. Сколько времени уже? 3 часа ночи. Надо бы этих почикать, сука. Они мне за все отплатят. Так, все, в Бакалею. Какое-то дерево поет. Здесь к вам равнодушны. Да еще бы они были ко мне равнодушны. Захуячили меня. Не за хвост собачий. Взяли и забили своего же врача. Во! Махай, махайся с ним. Давай. А я знаешь, как могу? Им вообще похуй. Деньги давай. И в тыкву лови! Сука! Ты думал, все так просто будет? Ты думал, все так легко? Ты думал, тебя прощают? Отмычка. Кровавленная отмычка. Нож. Вот она. Сука, забрал. Падла. Но с этим махаться не буду. Да, пускай спит. Падаль. Думал, все так просто. Иди сюда. Сюда иди. Слышишь? Ах ты, сука. Блять. Там ему сейчас дадут. Давай, бери руки. Мужик, дерись с ним. Понятно. Мужик решил, пускай лучше девочку изнасилуют. Правильно, не будем его догонять. Нам в Бакалею надо. Есть хочется. Попить можно. Не, ну я, конечно, отомстил. Только легче мне от этого не станет играть. Проще вообще не стало. Точильный камень. Ага, места для него и нет. Ну, сейчас это Бакалея. Бакалея. Сейчас тут, может, разгружусь. Сука! Втыкиваю ему прям. Падла. Слышь, поесть дай. Скики. Фундук. Для фундука места нет. Давай я у тебя возьму хлеба. Что я тебе могу продать? Траву ты по 5 берешь, по 2. Да. Угу. Что с тобой? Что с тебя взять? Ну что с тебя взять? Агарок возьми. И дай мне лимона. Реально. Ничего мне тебе продать. Ну. Я надеюсь, хлеб много восстановит мне сейчас. Он еще и в 3 ячейки влазит. Ёпс. Использовать. Я надеюсь, это, ну, хотя бы норм. Хрючево. Голод.
Не тетка. Давай, слушай, я тут пока здесь. Давай. Гуляем на полный желудок. Все, нахавались. Полностью? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Не придется мне сейчас на это... Опа. Че у тебя, нож? Оп. Мужики! Мужики! Мужик, вставай! Мужик! Мужик! Что у тебя, кстати? Пружинка на обмен, да? Че, у меня есть пружинка? Да, у меня есть пружинка. Сколько ты берешь? 3? И арахис у тебя? На вот. Вставай! Встанешь? Вон. Мент! Мент! Ты подойди, давай, 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 иди. Сука! О, тварь! Падаль! Туда! Туда! Водички попить. Час прошел. В голову надо целиться, значит. Сюда идем. Нам туда надо. 2 козлов, сука. 2 уродами в городе меньше стало. Вот вам и врач. Врачеватель. Город лечит, как линчеватель. На меня ты не смотри украдкой. Я всажу тебе пулю. Смерть покажется вам сладкой. Если вы на Бураха напали, вам пизда. Ну вот и все. Конец стиха. Кровью напоить бы эти вены града нашего смочного. Ух. Пойти что ли к грифу зайти? Время-то есть. Времечко-то. Поговорю с ним. Авось что кажет. Хыть. Отдохну хоть от побегушек. Ой, епарасоте. Гриф, здорово! Бау! А вот и Артемий, вечно не ко времени. Чем могу, братуха? Эта она нам воли совсем не оставит. Слушай, Гриф, расскажи мне, что у вас тут вообще? Ну, если вообще, Симон утонул в борще. Помре, правитель наш. Что-то косляво прямо разгулялось. Что-то костлявое прямо разгулялось. Но если по уму, чего тебе надо? Кто у руля такие сплетни на хвосте сороки носит? Кто у руля, да, расклад разложи. По-прежнему все. Сабуров волчина, вроде как главный, а на деле 0 без палочки. Оттого и лютует. Каины, ну эти, как всегда, дамы думают, как город за рекой строить. Того и гляди, заворот мозгов случится. Башня так уже, посчитай, в воздухе висит. Страшно думать, куда они дальше рванут. Следующий квартал в облаках повиснет. Ну а хозяин все еще хозяин. Толстый Влад, что ли? Он так и сидит жопой толстой. На все мясорубки. Мне вот склады поручил. Ну а мы и довольны. Место теплое, сердечное. Вот и железка, почитай, подо мной. Влада главное не злить. Тихо в тишине сидеть. Ну и он тебя тогда не тронет. А, все-таки он сволочь. Он, братуха, большой человек прежде всего. Он всю нашу машину крутит, город кормит. Он, медвежья морда, заработать нам дает. И не только мне, а всему простому люду. Сколько на консерве людей, сколько в салонке, сколько на железке, только у меня на складах 4 сотни, и все монету получают. И все соки выжимает за нее. Вы, степняки, понятное дело, ваша каша вечно подгорела, вам бы только быков туда-сюда гонять. А завтра смотреть надо, братуха. Каины разве город строят? Ну, положим, строят они, а какие капиталы? Голову от брюха отруби, много она тебе думает. Хозяин молодец, правда, вот термитник, он на медне закупорил, не к добру. А что с термитником, кстати? Да какая-то там мутная буча закипела. Шутка ли? 5000 ваших звероголовых. Да еще крепче озверевают. Вы ж как псы. Один гафнет, тут же прочий подхватит, да и ног не унесешь. Но оно, конечно, неспроста. Неспроста сиганул дурак с моста. Так ты вроде говорил. Че ты продаешь-то? Наганчик возьмешь? За 500 рублей. 500 рублей! Я тебе вот что скажу. Дик ты нахуй.
Револьверный патрон. Ну да, надо бы их раздобыть. Нож за 2000. Ну, у меня столько нет. Но я бы взял, будь оно у меня. Не, ладно. Деньгу ты мне не посыпал, я понял. Ой, пули надо зарядить в патрон. В револьвер. Да? Или нет? Коснуться. Черный порох. А как зарядить-то? Ты чё? Опа, опа. Сыпет городок-то мне. Стоп! Настройки. Управление. Клавиши. Идти, красться. Перезарядка. R. Ну. Достал. Зажал. Эх, ничего не происходит. Ладно. Ай, куда ты? Ёпарасоте. Бутылку с водой использую. Попей. Все. Так. На железочку. И вдоль. Сейчас у нас откроется что-то новенькое для нас. И это будет наш дом. Артемия, дом новый. Вот сюда. Хопа. Кровь какая-то. Тут что-то. Вот она наша. О, я ничего не трогаю. Плюй, себя пожалей. Ты что тут делаешь, щегол? Сам ты щегол, не видишь, что ли? Работаю. Службу, значит, несешь? Собачки служат, я делом занимаюсь. Внимательно слушаю. Ты чего зубы-то скалишь? Мы тут со стариком знаешь, сколько всего делали? Я сам синюю соль добыл. Вытяжку делал. Че думаешь, я ему только лампочки подавал? Все знаю. А что это на столе? Сам такой паровоз собрал? Дурак ты. Ты давай-ка повежливее. Что это за штука? Это смеситель. Старик тут лекарства делал. Эти как их? Тинктуры, вытяжки и всякой гадости. Смотри-ка, и прям разбираешься. Они оба чего-то не работают. Починить сможешь? А я это все что угодно, только не гони. Ладно, домовенок, оставайся. Места всем хватит. Ить. Починить. Все есть. Ить. Починил. Запасливый. Теперь я тебя слышу. Говори, только слова береги. Ой. Мой старый добрый собеседник. С кем тут еще поболтать, как не с самим собой? Он бы сказал сейчас, это наш настоящий дом, здесь можно работать. Да, где работаешь, там и есть настоящий дом. Здесь есть место для ночлега. Тут можно хранить полезные вещи, с собой все не унесешь. Сумка, кстати, у меня маловато. Здесь надежно, крепкий замок на дверях, и мало кто об этой берлоге знает. Здесь можно оперировать, и главное, здесь делать лекарства. Ты был настоящим мастером, мне до тебя далеко. Живи тут, сынок, живи и работай, работай. Здесь теперь твое место, здесь можно сделать все. Можно сделать все, точно, именно так бы он и сказал. Ну а что же, Олимпик готов, руки у тебя золотые, теперь вспоминай, для чего он тебе нужен. Помнишь, что такое улмар? Да, конечно, тинктура на основе травы. Верно, тинктуры, основа любого лечения. Степь подарила нам несколько удивительных трав. Твирь, царица растений, савьюр, сечь, белая плеть. Чем они так хороши? Ну, во-первых, они проявляют симптомы болезни. Так, проявляют симптомы болезни, повышают иммунитет. Как будешь готовить тинктуру? Разные сочетания трав проявят разные симптомы, но иммунитет повышают всегда. Тут дело не в траве, а в нашей степной земле. Состав почвы. Уненты, чистая вода и 2 любые травы из тех, что я перечислил. И травы, и воду найдешь прямо здесь. Посмотрим в шкафчиках и в укладках. Приготовь 1 улмар, попробуем. Бихара, тут всего довольно. Ты был запасливым человеком. Ну, Бихара. Ой. Ой-ой. Хыть. Все, что мне сейчас надо. Сделать тинктуру. Короче, воду берешь. 2 травки разные. Оп, варишь. Получается тинктура. Так? Так или не так, кукла? Научишь меня потом тоже всеми этими штуками, как травы смешивать, выбирать, ну и вообще. Что ж, дело хорошее. У нашей матери какая-то злая хворь, доктор. Так, чтобы сестрица от матери ты не подцепил, можешь ей дать что-нибудь для защиты? А то она слабенькая у нас. Такой злой сентябрь в этом году.
Так пока мать болеет, не подпускай. Тесно у нас, доктор. Не на улице же ночевать. Давай посмотрим твою сестричку. Эй, лилипутик, ты чё? Вот тебе тинктура яс. Чтобы хорошо себя чувствовала. Поняла? Хорошо, приступим к лечению. С чего всегда начинаем перед вмешательством? Определяем, на какой глубине гнездится болезнь. Верно, но кое-что ты забыл. Это боль. Боль наш верный помощник. Она говорит о том, что ты еще жив. Она подает сигнал бедствия, но пока человеку больно, мы не можем узнать, на какой глубине орудует болезнь. Да, разумеется, с этим сначала нужно проверить уровень боли. Улмары, которые снимают боль, лучше их вообще не готовить, это тема запретная. Пока обходись морфином. Лекарства из аптек вполне годятся для наших целей. Все хорошо, что позволяет обойтись без разреза. Обойдусь морфином. Пон. Уровень боли зашкаливает. Нужно сделать тинктурку, вот такую, допустим. Вот такую, допустим. Все. Лечить. Сначала мы даем себе обезболивающее. Уровень боли упал. Еще на. Уровень боли упал. Теперь вспомним о самом важном. Ты помнишь, что такое МТ? Кости, нервы и кровь. Странное, кстати, деление. Где здесь кожа и внутренние органы? Почему кость не последний уровень глубины? Помни, 3 уровня глубины тела. Как соотносится с уровнем глубины улмары, то есть разные виды травы? Для простоты ты связывал их цветами. Белые, желтые, ржавые. Ты настаиваешь, улмар, на 2 травах, чтобы образовалась связь. Как получается итоговый цвет улмара? Решает одна из трав. Свойства трав ты узнаешь сам, постепенно, не сразу. Только так ты поймешь, что такое связи. Бери травы, воду и изготовь их по одному улмару каждого цвета. Действуй пока на ощупь. Постепенно их свойства тебе откроются. Работай, пробуй, ты научишься связывать вещи. Да, действительно, кто теперь объяснит мне все это? Придется узнавать самому. Ну. Вот так как-то. Улмар каждого цвета работает со своей глубиной. Каким образом? Он открывает симптомы, которые к ней относятся. Верно. А в чем заключается трудность? Один симптом может относиться к нескольким МТ. Да, твоя задача исключить все неверные варианты. При этом от каждой текстуры может возрастать боль. Это так. Нужно внимательно за этим следить. Боль убивает. Итак, действуй. Открывай симптомы и вычисли пораженную МТ. Постарайся дать ему как можно меньше улмаров. Все необходимое у тебя есть. Я буду осторожен. Ну давай. Так, значит, начнем вот с того, что у нас больше. Даем белую. Боль повысилась. Но мы увидели, что вот это симптом. Даем ему обезболивающее. Боль унизилась. Так, попробуем дать ему желтый. Белый отметается. И теперь остается только дать ему обезболивающее и проверить. Одно из тинктур. Вот это или это? Ну, проверим желтую опять. Это желтый. Все. Диагноз определен. Теперь ты знаешь, на какой глубине болезнь. Можно давать антибиотик. Которых у нас тоже 3 вида. Это так. Все сразу давать не стоит. Это помню. Слишком рискуем. Да, только один. Антибиотики вредны и опасны, сам понимаешь. Потом научишься делать их сам. Этот улмар будет посложнее, но это потом. А пока обойдешься таблетками. Где-то здесь были запасы. Выбери правильный. Да, знаю я, были. Ну и теперь ему нужен этот желтый. Все. Видишь, не так уж и сложно. Со временем вспомнишь все. Ты станешь хорошим целителем, и я буду тобой гордиться. Жаль, что ты этого не увидишь, отец. Угу. Где я? Кто я? Неваляшка. Ты чё это, эй? Стоишь как памятник, не слышишь ничего. Замутило, что ли? Воздух-то у нас в сентябре. Это как смола. Хлоп и в обморок. Все хорошо, домовенок, я здоровый, в обмороке не падаю. Ну чего, работаем? Работает. Алембик работает. А что с большим будем делать? Чинить что? Поискать эти детальки или что там нужно? Шестеренки какие? Для него нужны специальные инструменты. А, это у нас бывает. Ну редко, но бывает. В коробках таких специальных. Но сейчас, наверное, нету. Но если я такую вижу, скажу.
Я за эти дни такого нигде не видел. Так что если найдешь, свистни, не стесняйся. Так. Есть перчатки. Это хорошо. Пружинка. Возьмем. Вот это все возьмем. Тинктура. Ну, давай, положим пока. Вот это мне надо, да? Что это? Нож. Нет. Вот это мне надо, да-да-да. Нитку и плащ. Его можно найти. Починить. Ага, детальки есть. Наверное, мне стоит... пока что как-то... Сколько их? Ну. Да ёпс. Разделить. Выбрать. Пока 3 детальки здесь положу. Пружинки тоже, наверное, здесь положу. Пинцеты тоже. Зубилы. Что еще? Надо же было так достать человека. Да, и не говори, братишка. Кровавленную отмычку пока оставлю. Вот, 10 бутылок воды оставлю. Все. Что тут? У нас дом есть, все. Сюда нам и быка должны привезти, наверное. Хоть без титик, ёпс. Сочувствую твоему горю, но ты крепись о хорошем, думай. Земля свое забирает, потом обратно нам отдает. Что ж ты вспомнил меня, Что же ты вспомнил меня, понимаешь теперь, что нас связывает? Это ты, Басаган. Я вся для тебя. Хорхен. Как тебя зовут? Значит, совсем не помнишь. Знаешь что, Нет, я совсем не помню тебя. Ты говорил, например, мне часто снится соль, либо вкус, либо цвет, либо целые копии, либо на ощупь. Как я держу соль в щепотке, веришь теперь? Подожди, этого не может быть. Анеши уюн хуэгэ шепши. Но ты все-таки не бесчувственный. Как бы жестоко ты себя не вел, все равно я тебя не оставлю. Нет у меня на тебя обиды. Так смотри же, когда меня вспомнишь, когда узнаешь, зачем тебе я, чтобы и у тебя обиды на меня не было. Обещаешь ли? Нет у меня привычки такой обижаться. На обиженных воду возит. Не гони меня, мы с тобой крепко связаны. Я для тебя. Запомни хотя бы это. Яма, и захочешь, не забудешь. Ямар, Берхе, Басаэн, и захочешь, не забудешь. Все. Давай, у меня дела. О, только о тебе думал. Сайн Байна, здравствуй, Нухайр, не видишь? Я привел твоего быка, очистил его как следует. Мы, хатанги, не обманываем друг друга. Надеюсь, однажды он и впрямь разговорится. Предупредит об опасности, говоришь. Предупредит, Нухайрни. Ты мне говорил, тебе за это воздастся. Ты мне поверил. Мать Бодха мне свидетель. Суок мне свидетель. Пьярла, Хьярла, спасибо, назови его нечаянная радость. Съедим его. Чудо-бык. Ну, как скажешь что-нибудь, молчит. Хара Басоли, что скоро ли удивишь меня? Чем? Сколько ждать-то? Башкой помотай хотя бы. Значит, будет сегодня хороший день. Еще час прошел. Сколько времени уже? 5. Надо успеть. Уж скоро светать начнет. А я только на кладбище не успею к отцу поговорить. Ой-ой-ой, ё-моё, ё-моё. Там бегает. За девкой бежит. Вот тварь. Я бы его застрелил, до пули жалко тратить. Чё с него там? 200 монеток взять. Опа. Саба научит, она знает, хорошо толкует волю земли. Мать Бодха говорит с нами через нее. Чему научит-то? Она знает обычаи нашего народа. Мы долго были угнетены, мы вымираем, мы начали забывать свой язык, свои ремесла. Например, ремесло говорить землей, ремесло звучания трав, ремесло ведения линий. Она дает хорошие советы. Какой же совет тебе нужен? Непростой. Наверняка проще, чем тебе кажется. Я хочу спросить нашу мать. Времени до начала осталось немного. Когда все случится, можно ли будет оставить живых тех, кто тебе доверял и считал тебя другом? Можно будет не убивать их? Случится что? Когда уклад затопит город? Когда степь поглотит улицы и дома? Как поступать с людьми? Вы с ума сошли, что ли? Оставьте людей в покое. Хочу спросить Сабу, дозволено ли мне будет жениться братьям и сестрам? Уклад ведь семья, мы все дети Бодху, мы и так родственники, и нас так мало осталось. Да, об этом лучше спросить ее.
Хочу спросить нашу мать о самопожертвовании. Она сказала, надо жертвовать всем для другого, готовить поглощение города. Я отдал все, что имел, даже и внутренности. Теперь я умираю. Правильно ли я поступил? Ради чего? Об этом расскажу Сабе. Это будет долгий рассказ. Надо накопить силы. Ты сделал все как надо. Но если он умирает, то лучше ему сказать, что он прав, чем сказать ему, что он не прав. Питея Харан, ты вернулся. Что скажешь нам? А вы кто такие? Ты забыл наши лица? Мы просили тебя о помощи. В короб хотели попасть. Да, я не преуспел. Вот ваши деньги. Опа. Тень Эспу Инун. Она пьет очень много молока. Кто она? Тень. Кто твоя хозяйка? Никто не знает, как она возникла. Многие ее боятся, многие склоняются к тому, что она пришла из степи, и что она не человек, а сплетенное из земли, камней и кости существо. Шапнак-адык. В ее теле есть кровь. Так кровь и по земле бежит. И что с того? Ну, это все предание. Моя хозяйка ждет своего часа. 5 лет назад, во время первой вспышки, земля ослепила ее ради тайной цели, которой, по мнению Клада, надо было состоять еще тогда. Ты хочешь сказать, что... Но первая вспышка была прекращена жестоко твоим отцом, и ход событий изменился. И Саба Успина, и Спина Инун, которую простые люди Аспиной зовут, осталась в этом мире как ошибка, как невеста, потерявшая жениха. Теперь она свою цель утратила и думает, что всем обязана твоему отцу, который ее создал, предвидел. Она мне нравится, она Абгай, она мне как сестра, я чувствую ее заботу. Она удачно человеком притворяется, и это вроде человек теперь в укладе пользуется уважением и властью. Она хозяйка этого убежища, тут, где скрываются, отслеживаются и устраивают свои темные делишки степняки, что не желают встраиваться в рабскую машину альгимских, проект быков так называют. И много их таких. Достаточно. Достаточно, чтобы мы затопили город. Прольется кровь. Ты знаешь, твой отец, которого она чтит, но вряд ли понимает. Он же хотел уклад влить в город, чтобы стали мы единым телом, а мы не можем и не станем. Поэтому она решила город приспособить к ценностям уклада. Ты знаешь, что это она устраивает в кабнак степных невест, в посыле адонгов. Как ты думаешь, зачем? Она сама не понимает, что творит. Не понимает. Она не человек. Ее ведет любовь, как и тебя. Любовь слепа и глупа. Не человек? Ну хорошо, попробуй жить с этим. Так она, Шадак Абдык, блядь. Земля греет твои корни, Эмшин. Самбо, кто все эти люди? Чего им тут надо? Они меня уважают. Видишь, я линии не знаю, но землю чувствую хорошо. От имени земли говорю с ними. Они верят, что я из земли сплетена. Словно Шапнак Адык, только не называют меня так. Значит, ты вероучитель уклада, а отец знал? Не знал. Я его берегла от этого. Не забывай. Это я его любила. Он не слишком меня любил, сожалел о том, что я появилась на свет, напоминала ему о его тяжелой вине. А какой еще вине? Первая вспышка, знаешь, сколько лет на себя помню? 5 лет мне от роду. Тогда все это случилось. Да, много людей тогда погибло. Многие были хатенги из нашего города. Сырые застройки, квартал бедняков. От чего ж ты его берегла? От того, что скоро случится. Хатенги крови хотят. Он был добрый человек, ему не стоило знать о злобе народа, о том, что он эту злобу усилил. На него не выплеснули ее, слишком много уважали. На город выплеснули, да. Злобными они не кажутся, кажутся растерянными. Я учу их правде уклада. Наши легенды рассказываю, напоминаю о воле Бодху, о том, что мир — это тело, волю земли им толкую, чтобы знали, откуда вышли, куда придут. Это важно для больного народа, слабого народа. Наше будущее на волоске висит. Почему они спрашивали не тебя, а меня? А я знала, что будет так. Ты все хорошо сделал, по пути линии шел. Думаешь, я говорил им не то, чтобы сказала ты. Им кажется, что они сюда за советом приходят. Это не так. Они в своем сердце уже все давно решили. Теперь сомневаются. Слабые они. Мы берем на себя бремя их сомнений. Как бы мы им ни сказали, они по-своему сделают. Так ты им помогаешь? Не мы им помогаем, а они нам. Не вопрос, а ответ важен. Не тому, кто услышал, а тому, кто сказал. У них свои истории, там они хозяева, а у тебя своя. Это правда линии Кипцан. Правда земли. А ты впрямь хороший учитель. Все? Поболтали? С адонгами нельзя? Тут есть кто? О, есть что-то. Лутать нельзя. Еще с отцом поговорить надо. Сколько время? Хорошо, хоть в разговорах времени идет. Сахрон. И нахиц отсюда. На кладбище, к папке. Все же еще это, да, идет ветка? Да. Все еще смогу с ним поговорить. Травки-то у меня, наверное, в инвентаре есть нужные. И надо нам инвентарь увеличивать как-то. Ой, бегать на кладбище не надо. Обидеться.
Где ты, папа? Вот это вроде его могила, да? Постоим немного. Попробуем. Ну это прочитайте. У меня вроде все есть, да? Вся трава, которая нужна. Папка, ну говорить будем. Там траву увидел. Опа, это что? Что-то новое. Сечь. Еще трава. Тоже сечь? Не. Савьюр вроде бы, да? Поговори со мной, бать. Не хочет он. Сколько время? 5:36. До 5:40 стою тут. До 5:45. Времени нет на это, папка. Ладно. Слышите шепот какой-то? Ё-моё. К Ласке надо сходить. Попробовать ее научить. Может быть, я ей расскажу, как с мертвыми говорить с помощью травок. И перестанет она головой там телепать всех. Ну, с отцом я попытался, ребят. Я попытался. Возможно, я что-то сделал неправильно. Я не знаю точно. Но попытка была. Так что я пробую. В яму можешь прыгнуть. Я попытался поговорить с отцом. Усталость давит. Надо лимон сожрать. Хоп, взбодрился слегка. Так, давайте посмотрим. К Владу Альгимскому сходить. И на площадь. Чешо. Ну так как-то. О! Скотобаза! А я тебе научу. Да. Сейчас научу. Подожди. Да ёп. Давай. Ой, не то. Лишь бы на вылет не прошла. Нет. Выкуси и сдохни. Туда его. Туда. Орешек вонючий. Надо скушать его. Ну, ибо места не будет. Всем отомщу. Только титьки не показывай. Оберег, курут. Тинктуру хочешь, ага. Ой-ой. Что это такое? Нельзя туда. Короче, сейчас пойдем в степь. Я делаю волевое решение. Мы идем в степную деревню. Возможно, я зря это, но... А почему бы и нет? Отца послушать я не смог. Так хотя бы степную деревню вам покажу.
Травы пособираю по пути. Трава — это местное золото. Но ночью это вообще ее роскошно собирать. Прям видно. Мне очень нравится вот. Ночь в море вообще классная. Скольких я сегодня... Все, для этой места нету. Пиздец. Да? Она у меня 20. И черная. Ну, черная у меня новая идет. Плохо это. Это красная опять выбросил. Сюда-то я вряд ли вернусь. Но я уже ничего не поделаю. Куда я... Тоже красная. Не, черная. Ну, хотя бы. Ой-ой. Ай-яй. Надо бежать ресурсы наживать. Шахен. Старое место. О, да. То, что надо. Это, надеюсь, не красное? Ой, это красное, да? Но я все равно соберу. Даже если девать некуда. Нет тут никого, да? Река. Мост. Ну хорошо, хоть спрыгнуть нельзя в эту. Ладно. Я думал, мы тут встретим человечка, но его здесь нету. По крайней мере, я не вижу. Хотя он там что-то есть. Травка, наверное, да, светится? Да. Ну и попить тут есть тоже. О! Насыпала, насыпала. Не зря сюда пришел. Ладно. Сматываться пора отсюда тогда. Костер! У костра что-то может быть важное. Большой костер. Просто так горит. Да вряд ли. Непонятно. Ну ладно. Все, в город возвращаемся. Где я? Я за картой, меня нет. День третий, в который прозвучит набат. А идти-то можно? Спасибо. Где я? Камни. От этого камня прям долбит. Вот отсюда прям, из середины. Нет? В общем, не знаю.
Я не вижу себя на карте. Где я? Тропинка. Ну, пойдем. Конец тропинки. Опа! Ты чё тут делаешь? Вас зовет... босс зовет вас, мистер Бурак. Срочно, это касается нашего наследства, вашего дома. Да, это важно, проводи меня. Ну, проводи, и чё ты встал? Туда нам. Ладно. Идем просто по степи. Класс. Поспать надо часик ему. Артемию нашему. Места нет для такой. Я появился на карте-то хоть? Меня нет на карте. Нам в ту сторону. Я стараюсь бежать изо всех сил. Очень много времени теряю. Вот вам самое профессиональное прохождение. Появился на карте? Нет, меня все еще нет. Я точно туда ли бегу? Там трава, ну пофиг. Где? Куда? Ну туда. Я появился на карте. Вот я, фу. Ёпарасоте. Я уж испугался, все, думал. Кошмар. Надо в свой дом зайти. Чё у нас тут вообще? На чистых районах стоит следить за иммунитетом. Заходить туда лучше в плотной одежде. У меня есть ключ от подвала в одном из заводских корпусов. Это, кстати, не вечно же ночевать по чужим койкам. Дом — это там, где твои друзья. Твой Таглур. Интересно, как там Лара? Из травы и воды можно сделать иммунную сыворотку. Она повышает иммунитет и проявляет симптомы болезней. В отцовской берлоге есть аппарат, чтобы делать лекарства и тинктуры. Второй аппарат нуждается в основательном ремонте. Нужен полный набор инструментов. Один из аппаратов отца не работает. Угу. Добраться до Тая пока что не удалось. Хан в многограннике. Чему-то уже не суждено. Ну это то, что я не стал его сжигать. Это я молодец. Что тут? Босс желает поговорить со мной. Угу. Желает. Конечно. Так, по кладбищу не бегать. Эти колокольчики стоят в могилах. Это очень взяли интересную такую штуку. Их раньше ставили, потому что боялись быть похороненными заживо. И в гроб подавалась ниточка, что если тебя вдруг случайно похоронят живым, то ты можешь потелебонить в колокольчик, ну, и тебя отпустят, так сказать. Но я не знаю, ну, я такое видел объяснение в поп-культуре, скажем, поэтому я не могу вам ручаться, что это правда полная. Чё-то, есть у тебя что? Я из большого путешествия прибыл. Отмычку меняешь. На что? Сколько ты? 4. У тебя ничего нету для меня. Ничего. Голод. Вы прикиньте, голод уже полностью меня съел. Ой, Влад Альгимский. Давайте, ребятки, забежим сейчас в дом. Часик поспим. Часик. Сложим все травки лишние. Сколько уже? 8:30. Да. Уже посветлело. Заходим в дом. Я сложу лишние травки сейчас, которые у меня есть. А лишние есть. Как ни крути.
Так. Ничего ли я тут не могу использовать? Просто он сказал ключ. Оп, что это? Не? Показалось. Так, значит, обыскать. Вот это. А, в принципе, вот это можно себе оставить, а вот это сложить. Нормальный такой. Разделить я оставлю себе штук 5. Пока что. Бурая тверь. Всякие эти. Еще... Если на ощупь шершавая, значит можно. Если плохо, тогда, конечно, нельзя. Пустая бутылка. Пускай пока тут полежит. А лучше наоборот. 10 бутылок здесь. Это здесь. А лучше вообще их наполню водой и принесу сюда. Так. Все, вроде сложил всякого. Только что мне? Может, нож? Пока он об этом. Вот так вот. Ну хорошо. Вроде нормально. Тинктуры. Фигуры. Поспим. 1 час. Может, сон какой покажут. Покажут сон? О. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие же сны снятся Артемию Бураху? Все, сохранимся. И спасибо, что посмотрели эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо, что посмотрели эту серию. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставьте комментарий. Всем удачи и всем пока.